Цермат летом. Будучи в десятке лучших альпийских курортов, Цермат сохраняет свой традиционный швейцарский стиль и деревенское очарование. На узких улочках еще сохранились деревянные сараи и амбары XVI века, которые использовались для хранения сена и зимовки скота. В такой амбар на ножках уж точно не пролезут мыши. И вся эта старина соседствует с первоклассными отелями и магазинами дорогих швейцарских часов. В Цермате вы не увидите автомобилей. Сюда можно приехать только на поезде. А по курорту ездят маленькие электрические такси, бесплатный электрический автобус, ну или можно взять карету. Ежегодно Цермат посещает более 2 миллионов туристов, которых привлекают прекрасные горнолыжные трассы зимой и огромные возможности для активного отдыха летом. Но главная достопримечательность Цермата – самая фотографируемая в мире, необычайно красивая и такая неприступная гора Матерхорн. Матерхорн стал последней покоренной горной вершиной в Альпах. После многочисленных неудачных попыток первыми на него взошли британские альпинисты в 1865 году. При спуске 4 из этой группы сорвались в пропасть. Они похоронены на церковном кладбище Цермата, так же, как и многие другие, кто погиб в здешних горах, и кто, как этот молодой американский альпинист, выбрал в своей жизни восхождение. Помимо Матерхорна, Цермат окружает еще 37 заснеженных вершин, высотой более 4000 метров. Это уникальный горный регион с сотнями километров канатных дорог и пешеходных троп, позволяющих увидеть заросшие рододендронами леса и цветущие альпийские луга, живописные горные деревни, ледники и суровые каменные ландшафты. Коротким альпийским летом растения стремятся показать свои самые яркие краски, а интенсивный ультрафиолет делает эти краски еще насыщенней. Здесь я впервые в жизни нашел эдельвейсы. Но если вам не так повезет, как мне, в деревне можно купить целый цветочный горшок. Самый популярный пешеходный маршрут – это тропа 5 озер на высоте 2500 метров. Здесь нет крутых подъемов и спусков и уникальные виды на Матерхорн.
совсем другие панорамы вы увидите на пешеходных тропах со стороны вертикальной северной стены Матерхорна с мощными ледниками и срывающимися со скал водопадами. Здесь, у самого подножия горы, лежит пустынная каменная долина, оставленная растаявшим ледником, которая постепенно переходит в лес и альпийские луга. Зубчатая железная дорога Горнерград – одна из главных достопримечательностей не только Цермата, но и всей Швейцарии. Она была построена 120 лет назад и стала первой электрифицированной зубчатой железной дорогой в стране. Поезда отправляются из Цермата каждые 24 минуты и делают в пути 4 промежуточные остановки. Через 33 минуты поезд поднимается в зону вечных снегов, ледников и безжизненных скал. Здесь, на вершине Горнерград, находится самый высокогорный отель в Европе, а также научная астрономическая обсерватория и несколько обзорных площадок, с которых открываются фантастические виды на изрезанные трещинами ледники и снежные шапки горных вершин. Matterhorn Glacier Paradise, Bergbahn. Еще выше, чем Горнерград, на высоте почти 4000 метров, находится ледниковый рай Матерхорна, где царит вечная зима и куда ведет канатная дорога с новыми панорамными кабинами. Сюда люди поднимаются, чтобы полюбоваться горными вершинами, сходить на ледник или совершить восхождение на Брайтхорн, до снежной шапки которого отсюда рукой подать. Ну а я не смог отказать себе в удовольствии покататься летом на лыжах.
После похода в горы тяжело даются последние метры подъема до канатной дороги. Но сердце наполняет радость от того, что это было здорово.